Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного Деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбрал своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии, не расстраивай всемогущего. Нынешняя реалия героев после окончания войны с антагонистом. Раскаяние Урараки. Хорикуши наконец-то раскрыл нам информацию о Тоге, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манху-манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 428 глава манги «Моей геройской академии». Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если тебе есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 428 главы. Повествование этой главы заканчивает погоню поклонников за Бакуга и Шота, которые из-за своих подвигов в сражении со злодеями стали для первокурсников кумирами. Однако Иида упрекнул первогодок в том, что они гонялись за ними по всей академии. К тому же после войны не все успели полностью выздороветь, а поэтому их излишнее беспокойство может только ухудшить им самочувствие. Услышав это, первогодки тут же извинились и позволили войти второму классу в свою аудиторию. Несмотря на злобную реакцию Бакуга, Шинса наоборот считал, что ему должно понравиться такое внимание к его персоне, хотя Сэра все же думал, что фанатки слишком переусердствовали. Минета и Каминари, как всегда, завидовали возросшей популярности своих одноклассников. А Дек уже в свою очередь объяснил, почему Кацуки был настолько раздраженным. Ведь оказывается, что в прошлом девушки не проявляли симпатии к Бакуга, так что ему просто непривычно получать столько внимания. Меня, кстати, эти слова прям удивили, ибо Кацуки всегда казался таким крутым, еще и лицом он красавчик, и мне казалось, что девушкам он был не безразличен. А тут оказывается, что все было наоборот. Но прежде чем закрыть двери в аудиторию, из толпы фанатов вышел один парень, который видел, как самоотверженно сражался Деку, говоря, что он будет стремиться к тому, чтобы стать таким же героем. Не, ну вот это уже другое дело, а то только бегали за Шота и Бакуга. Но почему всего один человек? Такое ощущение, что остальным плевать на того, кто отдал все для того, чтобы окончательно уничтожить антагониста. Безусловно, на этой войне все себя проявили, но ведь Мидория сражался с сильнейшими противниками, и если бы в той битве проиграл именно он, тогда победа остальных была почти бессмысленной. Так что немного грустно видеть, что так мало людей выражают свою благодарность главному герою. Сам же Деку даже и не знал, как отреагировать на слова своего поклонника, ибо он до сих пор вспоминал злобные выражения лица Спиннера. Урарака, кстати, тоже, пока все веселились, все время размышляла о чем-то своем. В целом, ко второму классу А еще долгое время будут проявлять внимание. Вот даже до сих пор приходят заявки на то, чтобы взять интервью у учеников. Но их классный руководитель был против этого, даже если по словам Эктоплазмы кто-то этого действительно хотел, поскольку Айзава уважал мнение большинства, которые не хотели, чтобы сейчас их излишне тревожили папарацци. Спустя некоторое время второгодок собрали для очищения города от завала вместе с Бэшджинсом, жирножвачем и метким стрелком. Мидории, кстати, выдали новую геройскую униформу, даже как-то приятно снова видеть его в геройском костюме. Здесь все ребята старались помогать кто чем мог, для того чтобы как можно скорее начать реконструкцию
реконструкцию улиц и зданий. И во время этих работ Бакуга поинтересовался у меткого стрелка, долго ли еще он будет в таком состоянии и не вернется ли он к нормальной жизни. Но герой уверял его не волноваться за него, ведь он смог создать себе что-то наподобие рук из ниток, и в дальнейшем он будет стремиться стать еще лучше, чем раньше, что вызвало у Кацуки улыбку на лице. Но что-то мне подсказывает, что меткий стрелок уже никогда не сможет вернуть себе человеческий облик, даже если он понемногу идет на поправку. Утраченные части тела, которые он использовал, чтобы спасти Бакуга, уже невозможно восстановить. После работ гражданские накормили ребят приготовленными вкусностями, говоря, что раньше здесь у него была плантация, где он выращивал всяческие продукты. Изуку сразу же почувствовал себя виноватым и извинился за то, что ему так и не удалось вернуть все на круги своя. Но старик не держал на него зла, ведь увидев, как сражались герои, они почувствовали такую мотивацию, что им захотелось сделать что-то самостоятельно. Еще на восстановительные работы прибыли и первогодки, поскольку они также хотели помочь. Затем действие переходит к тому самому моменту. Деку замечает, что Очако после войны продолжает вести себя как-то странно, постоянно размышляя о чем-то в своей голове. Хотя она и показывает свою улыбку, действительно искренне радует за то, что все начинает идти на поправку. Но опять-таки ее мысли были совершенно о другом. И как только Деку решил подойти к ней, Урарака тут же убежала, якобы за добавкой, вновь натягивая фальшивую улыбку. Мидория понимал, что она была чем-то обеспокоена, но он не стал ее тревожить, видя, что у нее нет желания об этом говорить. Уже вечером в общежитии Урарака оставила своих одноклассников, говоря, что ненадолго уйдет домой. Однако спустя столько времени она так и не ответила ни на одно сообщение отцу. Сама же Очако в это время находилась на том самом месте, где они до начала войны стояли вместе с Изуку. Наблюдая за городом, она вспоминала о своей битве с Химика Тогой и о том, что их конец битвы так и не попал в объектив, поскольку аккумулятор камеры как раз таки в этот момент разрядился. Урарака была действительно счастлива видеть, как улыбаются люди, как все стараются для того, чтобы вернуть все на круги своя. Но в то же время ее терзают душераздирающие чувства, о которых она никому не рассказывает, чтобы не портить другим настроение. Ведь она до сих пор не может забыть последние минуты жизни Тоги, вспоминая, как она со слезами на глазах, но улыбаясь, ценой своей жизни спасла Очаку от смерти. Так что, ребят, Тога, вероятно, погибла, о чем наговорят ее чувства. И в этот момент к плачущей Урараке, используя силу угольков одного за всех, приходит Деку. Скорее всего, в следующей главе она раскроет свои чувства Мидории, ибо больше ей никак не выйдет скрыть то, что у нее на душе. Но меня беспокоит то, что у нас до конца манги осталось всего 2 главы, а с учетом того, что 429 глава будет о разговоре Очаку и Деку, скорее всего, я начинаю переживать, что Хори может и не раскрыть нам того неизвестного персонажа. Плюс еще надо оформить конец истории, так что я надеюсь, что последняя глава будет не скомкана. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.